Ukrainian Spring. Всем здравствуйте. Важная новость. 5 областей Украины были проданы, лучше сказать, подарены корпорациям Chevron и Shell на следующие 50 лет. То есть навсегда. Потому что в соглашении, которое было разглашено несколько дней назад, говорится, что контракт может быть продлен по желанию сторон, то есть компаний, на срок, удовлетворяющий обе стороны, вследствие чего население, проживающее на этих территориях, было или будет подвержено экспроприации. То есть у них будет отобрана, в прямом смысле, земля из-под ног. Нужно отметить, что соглашение было подписано 24 января 2014 года, месяцем раньше того, как Янукович был отстранен от власти вследствие государственного переворота. Итак, этот контракт был подписан Януковичем. Статья 23 контракта предусматривает секретность, которая продлится, представьте себе, и после завершения контракта еще на 5 лет. То есть в течение 55 лет многочисленные условия этого соглашения, подписанные правительством Украины с компаниями Shell и Chevron, будут секретными. Что все-таки прячется под всем этим? А буквально сказать, это сланцевый газ. О каких же областях идет речь? Речь идет о 7884 квадратных километрах, которые относятся, как бы случайно, какой сюрприз, к Луганской и Донецкой области. То есть те области, на которых в этот момент идут бои. Теперь вам, возможно, понятно, почему Киев ведет войну против Славянска, Краматорска, Донецка, Луганска и Мариуполя. Потому что там под землей есть газ. И этот сланцевый газ был продан Shell и Chevron. Речь идет о войне, многие странности которой сегодня прорываются на свет. Потому что разрушить города соответствует плану. Истребить гражданское население этих территорий является основополагающим. Необходимо экспроприировать всех, в смысле выгнать собственников с их земли. И в самом деле контракт предусматривает именно это. Поэтому становится ясно, что зачистить эти области, а также убивая, зверски убивая, нужно для того, чтобы сократить последующие проблемы, исходящие из необходимости их изгнания оттуда. Соглашение предусматривает недвусмысленно, что если под землей находится газ, то собственник земли будет обязан продать ее по цене, которую эти корпорации установят. В том случае, если собственник откажется от соглашения, то предусмотрено, что государство должно вмешаться для того, чтобы изъять, конфисковать данную собственность. Соглашение также предусматривает, что урон, принесенный данной территории, который предполагается значительный, будет возмещен украинским государством. Кому? Будет возмещен корпорациям Shell и Chevron. В том же контракте предусмотрено, что Shell, статья 5 и 7, может расширить свою собственность в случае интересов, которые возникнут впоследствии. Предположим, что вдруг откроются новые залежи. В этом случае соглашение расширится автоматически. В общем, мы находимся перед невероятнейшей продажей целого государства. Украинское государство отказывается от собственного суверенитета. Все будут решать арбитражные механизмы между предприятиями. Статья номер 9, если я не ошибаюсь, Конституции Украины, закрепляет верховенство международных соглашений над законами Украины. Поэтому с этого момента от корпораций Chevron и Shell будут зависеть разрешения конфликтов.
Кажется, что все это маловероятно, но это так на самом деле. 3 дня назад министр обороны Украины заявил о создании фильтрационных лагерей для восставшего населения, взрослого, интересующих областей, то есть совершеннолетние мужчины и женщины, ввиду их перераспределения, читай, переселения народа в другие области. Украина в будущем будет охарактеризована этническими чистками и массовым переселением русских Донбасса и Луганска, которые будут высланы за пределы для того, чтобы дать возможность воспользоваться предполагаемыми залежами сланцевого газа. Как видите, уже применяются в Украине правила Межатлантического трактата, о котором Европа еще дискутирует с Соединенными Штатами. Не государства уже будут решать, но предприятия судьбу возможных диспутов. Причем все говорили о соглашении по ассоциации с Евросоюзом. Но никто, естественно, его не читал. Так вот, с некоторыми частями этого договора хорошо бы было познакомиться. Например, с той, в которой недвусмысленно указывается, что все шахты Украины, еще раз, идет речь именно о Донбассе и Луганске, должны будут приватизироваться. Украина по всем параметрам стала колонией западных европейских и особенно американских банков. В этом смысл этой крови, а также борьбы ужасной и драматической народа Донбасса и Луганска. У них нет места, куда уйти. Или они будут воевать, или будут зачищены. В смысле, будут изгнаны, депортированы за пределы. Те, кто помнит сталинские депортации, имейте в виду, что сегодня мы их увидим перед нашими глазами, реализуемые кровью.